Привет, я Крагост, основной разработчик мини-режима Spiral Party, и в этом ролике я хочу показать, что было сделано на неделе 16 по 22 января. Вот, как раз я зашел. Был сделан набросок механики вот этого вот режима, Hole in the Wall, или дыра в стене. Здесь двигаются вот такие вот стены на игрока, и нужно вот проходить вот в эти дыры. Сложность заключается в том, что они все находятся на разном уровне, появляются случайно, и нужно вот по такой вот лесенке передвигаться, чтобы попадать в нужные дыры. Было выяснено или обнаружено, что передвигаться по этой лестнице крайне неудобно, из-за того, что здесь иногда прыгать надо, иногда здесь вот даже запрыгнуть нельзя, то есть нужно обходить. И поэтому эта лестница, скорее всего, будет перестраиваться. Также вот эти стенки постепенно ускоряются, то есть сейчас они где-то каждые 4 секунды, теперь каждые 3 секунды, и потом идет 13 штук каждые 2 секунды. Изначально там вообще в конце было по 1 секунде, но по 1 секунде там вообще нереально успевать. Вот это 2 секунды, то есть вот давайте встанем на место игрока, и вот я вот сюда прошел, теперь надо вот сюда, вот и я уже не успел, вот сюда вот, теперь бежим вот сюда. То есть 2 секунды это еще возможно. Я даже не вижу, а вон слева было. Также нужно решить, как будет назначаться победитель. Вариантов несколько. Например, что как только ты задеваешь одну стенку хитбоксом, то есть не проходишь в дырку, то ты вылетаешь из игры, то есть ты не можешь больше участвовать. Или второй вариант это, что просто ты получаешь очко за каждый раз, когда проходишь стенку без того, чтобы ее задеть. Вот, это был первый пункт, который был выполнен за эту неделю. Второй пункт это была построена локация дроппера. Взята за идею какой-то там Сарлак или Сарлакс или Сралакс. Я не помню, как он называется, я не особо шарю. Из Star Wars. Здесь построена такая пустынная локация, соответственно, вот это вот чудище с щупальцами, ртом с зубами, и нужно падать вот в эту воду. И вот эта вода будет заменяться каждый раз, когда в нее кто-то попадает на твердые блоки, то есть будет все меньше и меньше места, куда можно попасть. На этой локации нужно будет еще много доработать. Например, здесь должен быть космический корабль, с которого игроки будут падать. Вот там какие-то наброски уже есть. Потом горы тоже нужно более плоскими сделать, потому что это все-таки песок, пустыня, и отвесные скалы как-то немножко не вписываются, потому что песок должен осыпаться. В пустыне скорее должны быть барханы. Вот. И также рот вот этого чудища будет переделываться, потому что слишком маленькая зона покрытия воды. То есть, например, вот в этот угол сюда уже попасть нельзя. Видите, здесь блок надо мной. И слишком много как-то вот тоже препятствий. То есть, скорее всего, просто рот будет расширен. Вот, в принципе, это все, что было сделано за эту неделю. Пока. Еще во время разработки вот этого вот режима Hole in the Wall возник интересный баг, который связан вот с этим красным песком. У песка есть особенность, что он может осыпаться, а у этих стенок есть особенность, что они могут проходить через любое препятствие, огибая его или проходя сквозь, но при этом они сохраняют вот это вот препятствие и сохраняют свою форму. Как это реализовано? Изначально я генерирую вот эти стенки в месте, которое находится далеко отсюда, и копирую их по ходу игры из этого места. Здесь уже можно заметить, что что-то происходит. Это связано с тем, что у команды клон в Майнкрафте есть некоторые ограничения. Например, нельзя скопировать вот эту вот стенку на локацию так, чтобы вот эти вот блоки там не заменились. Но можно сделать немножко по-другому, как я, собственно, и сделал. Я копирую стенки вот отсюда вот сюда, потом копирую локацию, так, чтобы скопировали все блоки, кроме воздуха, такое возможно. И после этого снова копирую отсюда уже на локацию. И получается, что никакие блоки, находящиеся здесь, не заменяются. Так вот,
Давайте вспомним песок и обратим внимание на то, что здесь находится бедрок. Изначально вот эта вот позиция, куда копировались стенки для того, чтобы выполнить все эти промежуточные какие-то задания, она находилась в другом месте, а именно вот здесь вот тут вот. И если бы вот в этой стенке появлялась дыра, генерировалась вот на этом месте, на одном из этих двух, то песок, который копировался сюда, туда, конечно же, проваливался. И после того, как дело доходило до этой стенки, вот в этом месте на карте начинался такой каскад песка. Пшшш. Собственно, я починил этот баг тем, что просто перенес в другое место промежуточную зону и поставил снизу твердые блоки. Собственно, вот